Приветствую, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Давайте посмотрим, что произошло за последние сутки. И, пожалуй, начнем с Вьетнама. Центральные провинции Вьетнама, включая Фуен, Каньхуа и Ламдонг, столкнулись с беспрецедентными по масштабам наводнениями, вызванными проливными дождями, которые привели к человеческим жертвам и огромному материальному ущербу. По состоянию на четверг число погибших в результате стихийного бедствия достигло 41 человека, еще 9 числятся пропавшими без вести. Туристический город Нячанг в провинции Каньхуа оказался в эпицентре стихии. Сотни автомобилей оказались полностью или частично под водой. Хлынувшие потоки воды затопили целые городские кварталы. Жители сообщают о критическом уровне воды, который в некоторых районах достигает крыш домов. Более 9000 домов в провинции Каньхуа остаются затопленными. В провинции Ламдонг паводковые воды смыли подвесной мост Футьен через реку Даним. Местные власти оперативно перекрыли движение по мосту сразу после повышения уровня воды, что помогло избежать жертв. Мост, имевший важное значение для сообщения между коммунами Нинзя и Дыктронг, полностью прекратил свое существование. Также серьезно пострадала провинция Фуен. Уровень воды в реках Ба и Кило превысили исторические максимумы, установленные десятилетия назад. Затоплены более 52 тысяч домов и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий по всему региону. Причиной катастрофических наводнений стало сочетание холодного воздуха и восточных ветров, принесших в регион беспрецедентное количество осадков. В отдельных районах выпало более 1500 миллиметров за 3 дня. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе железной дороги север-юг и массовым отключениям электроэнергии. Без света остались более 1 миллиона жителей в нескольких провинциях. Власти Вьетнама мобилизовали все силы, в том числе армейские подразделения, для спасения людей, оказавшихся в зоне бедствия. Синоптики предупреждают, что риск наводнений и оползней сохраняется. Жителей призывают к максимальной осторожности. В среду вечером на заводе по переработке нефти Петроцедению, принадлежащем государственной нефтяной компании в штате Ансуатеги в Венесуэле, произошел крупный взрыв, за которым последовал сильный пожар. По сообщениям местных СМИ, инцидент случился в районе ключевой дистилляционной башни предприятия. Аварийно-спасательные службы оперативно провели масштабную эвакуацию персонала с объекта. К вечеру пожар на объекте удалось локализовать. Официальные лица пока не обнародовали данные о пострадавших. Также государственная нефтяная компания не уточняла масштабы повреждений или перебоев в добыче. Как сообщают западные СМИ, этот завод критически важен для экономики Венесуэлы, он перерабатывает тяжелую нефть на экспорт. Инцидент произошел всего через несколько дней после смертоносного взрыва газа на комплексе в Маскаре 13 ноября, в результате которого погибли 8 рабочих, и поставки топлива сократились на 60%. Город Сапри в провинции Салерно на юге Италии подвергся ударам мощного циклона, который принес проливные дожди и вызвал серьезное наводнение. Непогода спровоцировала критическую ситуацию в городе, расположенном в заливе Поликастро. По данным метеослужб, за несколько часов в разных районах выпало от 50 до 80 миллиметров осадков. Вода хлынула на дороги и в частные дома. Особенно серьезно пострадал район улицы Виа Кеннеди, несмотря на недавние работы по снижению гидрогеологических рисков. Улицы города оказались покрыты водой и грязью, движение было сильно затруднено, особенно в районе въезда в город у Сан-Франческо и на набережной Лунгомара, Италия, где дороги стали непроходимыми. В одном из затопленных домов в Ларго Сан-Франческо спасли семью из 5 человек.
Мэр города в целях безопасности распорядился закрыть все школы. Непогода также затронула другие районы региона Кампания и соседний Челенто, где между Осея и Вилея прошел торнадо, который повалил деревья. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии. В свою очередь, метеослужбы предупреждают о возможных новых осадках в регионе. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал, так вы точно не пропустите ничего важного. Вчера ночью на Северном полюсе Солнца было зафиксировано формирование и последующий отрыв от светила гигантского солнечного протуберанца. Размер образования из плазмы в момент отделения превысил 1 000 000 километров. Это примерно в 80 раз больше диаметра Земли. По словам ученых, зафиксированный протуберанец значительно превосходит привычные размеры подобных явлений. Точные процессы, вызвавшие этот колоссальный выброс, остаются загадкой для исследователей, поскольку их источник находится на обратной стороне Солнца и скрыт от прямых наблюдений. Однако существует версия, что это событие может быть связано с тем же активным центром 4274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости с Земли, произвел две мощнейшие вспышки года классов X5,1 и X4. Сейчас этот центр находится как раз на невидимой стороне звезды. Конца края не видно этим оленям. На Камчатке началась массовая сезонная миграция диких северных оленей. Тысячи животных двинулись на горные пастбища, где им будет легче добывать корм в зимний период, чем на заснеженной тундре. Этот естественный маршрут миграции порой пересекает оживленные автомобильные трассы, что приводит к остановке движения транспорта. Экологи отмечают, что подобная миграция является ежегодным природным циклом, но из-за увеличения популяции оленей и развития дорожной сети такие встречи с животными на трассах случаются все чаще. Водителям в этот период рекомендуется проявлять особую бдительность и осторожность, а также терпение. Продолжительные и интенсивные ливни, обрушившиеся на черногорский город Будва, привели к критическому подъему уровня воды в реке Горджевица и масштабным затоплениям. По данным Федерального гидрометеорологического института Черногории, интенсивность осадков достигала 40-50 мм в час. В результате река Горджевица, протекающая через центр города, поднялась на 1,2 метра выше нормы и прорвала дамбы в нижнем течении. Стихия нанесла серьезный ущерб районам Вельи на Маграде и Бабин-До. Затоплено около 2-3 километров улиц, которые превратились в бурные потоки воды и грязи. Подтоплено 15-20 домов в низинных районах. Власти были вынуждены эвакуировать около 40 человек в муниципальный центр временного размещения. Сообщений о пострадавших среди населения не поступало. Территория в русле реки, которую часто используют как парковку, оказалась затоплена. Мощный поток воды застал врасплох владельцев, около 10-12 автомобилей снесло течением, автомобили получили повреждения. Власти города на подъездах к руслу реки оперативно установили заграждения для предотвращения дальнейшего въезда и парковки транспорта в опасной зоне. Местные жители винят в сложившейся ситуации власти. Активное строительство в городе нарушило работу ливневых каналов и систем дренажа, что и стало причиной наводнения. По состоянию на 20 ноября один из самых активных вулканов Индонезии Мерапи продолжает демонстрировать высокую активность. Геологическое агентство страны сохраняет уровень опасности на 3-й отметке из 4 возможных, предупреждая население о сохраняющейся угрозе пирокластических потоков и лавовых обвалов. Над кратером наблюдаются шлейфы газа и пара в высотах до 150 метров. Отмечается значительное количество сейсмически регистрируемых обвалов, что свидетельствует о нестабильности лавового купола.
Власти продолжают настаивать на соблюдении безопасного расстояния от вершины вулкана. Общественности рекомендовано держаться на удалении от 3 до 7 километров от кратера, в зависимости от конкретной местности. Вулкан Мерапи известен своей почти постоянной активностью и разрушительными пирокластическими потоками, которые представляют серьезную опасность для близлежащих населенных пунктов. Вечером в среду над столичным регионом Финикса пронеслась сильная гроза. Наибольший удар стихии пришелся на Западную долину, где на дорогах образовался ледяной покров. По данным метеослужб, причиной стала холодная зона низкого давления, которая задержалась над Аризоной дольше, чем ожидалось, что позволило штормам усилиться и втянуть достаточно холодного воздуха в регион. Штормовая система принесла с собой также разрушительные ветры и ливни. В разгар стихии обрушилась часть крыши торгового центра Desert Sky Mall. В результате падения была повреждена основная линия водопровода, что привело к сильному затоплению помещений и отключению системы пожаротушения. Пожарная служба Финикса оперативно эвакуировала десятки посетителей и сотрудников. Град размером до 2,5 см покрыл участки автомагистралей и сильно затруднил движение транспорта на протяжении 10 километров. Из-за подтоплений были закрыты некоторые участки дорог. Пожарные службы Финикса спасли водителей из более чем 20 автомобилей, оказавшихся в воде. Сильный ветер с порывами до 96 км в час и ливень вызвали массовое отключение электроэнергии. Без света остались более 7 тысяч клиентов в Западном Финиксе и Глендейле. Федеральное авиационное управление ввело временный запрет на взлет и посадку в международном аэропорту Феникс Скай Харбор. Власти объявили чрезвычайное положение. Общий ущерб от шторма предварительно оценивается в миллионы долларов. В районе Куала-Лумпура временная стальная конструкция, использовавшаяся в рамках крупного железнодорожного проекта East Coast Rail Link, рухнула прямо на проезжавший мимо автомобиль. Водитель транспортного средства чудом осталась жива и не получила серьезных травм. Хотя машина получила значительное повреждение, водитель смогла самостоятельно выбраться из салона. По официальным данным, ущерб ограничился повреждениями автомобиля и падением на дорогу частей конструкции. В настоящее время компетентные органы работают над расследованием причин обрушения и обеспечением безопасности оставшихся объектов проекта. В четверг на территории проведения 30-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в бразильском городе Белен вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошел в так называемой «голубой зоне», где расположены международные павильоны и залы для официальных переговоров. Огонь вспыхнул предположительно в павильоне Китая или рядом с ним. По данным организаторов и пожарной службы, возгорание удалось взять под контроль в течение 6 минут. Несмотря на быстрое реагирование, инцидент вызвал панику, и тысячи делегатов, журналистов и активистов были вынуждены покинуть место проведения саммита. 13 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами варенья. Сообщений о серьезных травмах или погибших не поступало. Точная причина возгорания расследуется, предварительные данные указывают на неисправность электрооборудования. Инцидент произошел в критический момент конференции, за день до ее официального закрытия, когда переговорщики из почти 200 стран пытались прийти к соглашению по ключевым вопросам климатического финансирования и поэтапного отказа от ископаемого топлива. Экстренная эвакуация отложила переговоры как минимум на несколько часов. Сообщается, что переговоры возобновились позже вечером. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.